Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой классный, красивый свитерок. Будем вязать для мальчика 4 лет. Размер 104-110. Вяжется свитерок легко, а выходит таким брутальным мужским. Вязать будем из пряжи Alize Superlana Maxi. Здесь на 100 метров 100 грамм. Цвет у меня номер 207. Вязать будем вот таким вафельным узором. Очень красивый, подходящий для мужчин узор. Мерки можно снять по какой-нибудь кофточке, которая ребенку как раз. Ширина у меня 32 сантиметра, длина 37 сантиметров. На воротничок я ставлю 10 сантиметров, ширина рукава 14 сантиметров, длина рукава 27 сантиметров. В 1 сантиметре у меня 1,25 петли. Умножаю на 32, получаю 40 петель плюс 2 кромочные. Начинаем вязание со спинки. На спице номер 6 обычным способом я набираю 42 петли. Разворачиваемся. Начинаем вязание резиночкой 1 на 1. Первую кромочную снимаем. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. В первом ряду все петельки провязываем за переднюю стенку. Довязываем таким образом ряд до конца. Я довязываю ряд. Последняя кромочная изнаночная. Разворачиваемся. Второй ряд кромочную снимаем. Лицевые вяжем за задние стенки, изнаночные за передние. Лицевая, изнаночная. Таким образом формируем резиночку и всего провяжем 5 рядов. 6 ряд. Начинаем формировать наш вафельный узор. Первую кромочную снимаем. В первом ряду все петельки лицевые. Провязываем за ближайшую стеночку, лицевые за заднюю, изнаночные за переднюю, чтобы петельки у нас не скрещивались. Довязываем таким образом ряд до конца. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваемся. Во втором ряду все петли у нас изнаночные. Первую снимаем. Все изнаночные петельки провязываем за переднюю стенку. Третий ряд узора. Кромочную снимаем. Следующую петельку снимаем. Нить за работой. Лицевая. Снимаем. Лицевая. Снимаем нить за работой. Лицевая за заднюю стенку. Таким образом провязываем весь ряд. Одну снимаем, одну лицевую. В конце ряда у нас 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 4 ряд узора. Первую кромочную снимаем. 1 лицевая. Ту петлю, которую мы снимали, снимаем еще раз, только нить перед работой. Снова 1 лицевая. Снимаем петлю, нить перед работой. Так довязываем ряд до конца и будем чередовать 4 этих ряда. Лицевой, изнаночный, 1 лицевая, 1 снимаем, 1 лицевая, 1 снимаем. Так у нас будет вывязываться вафельный узор. Каждый лицевой ряд провязываем следующим образом. Кромочную снимаем, те петли, которые мы снимали, провязываем за заднюю стенку, те, которые у нас изнаночные, за переднюю. Следим за тем, чтобы петельки не скрещивались. Таким образом вяжем на нужную нам высоту. Провязали нашу спинку. У нас получился такой прямоугольничек. Теперь начинаем закрывать петельки. Первую кромочную снимаем, следующую провязываем лицевой и накидываем предыдущую. Снова провязываем лицевую, накидываем предыдущую. Лицевая, накидываем. Таким образом закрываем все петли до конца ряда. У нас должна сформироваться вот такая косичка. Закрыли все петельки. Приступаем к вязанию передней части свитера. Набираем такое же количество петель. 40 петель плюс 2 кромочные. Провязываем 5 рядов резиночкой 1 на 1.
И затем приступаем к вывязыванию нашего узорчика. В первом ряду все петли лицевые, во втором ряду все изнаночные, в третьем одну снимаем, одна лицевая, и в четвертом одна лицевая, одну снимаем. И вяжем таким образом до начала воротничка. На воротничок я выделила 4 центральные петельки. Сейчас по узору у меня идет первый ряд со снятыми петлями. Провязываем этот ряд до конца. Маркеры в этом ряду просто переодеваем. Закрывать петли будем с изнаночной стороны. С лицевой стороны просто выделить петельки на воротничок было логичнее. Довязали ряд до конца. Теперь на изнаночной стороне у меня ряд со снятыми петлями. Мы довязываем до маркера. Дошли до нашего маркера. Маркер убираем. Закрываем 4 петли. Первую из 4 провязываю. Следующую провязываю, накидываю предыдущую. Первую петлю закрыли. Вторую петлю закрыли. Третью петлю закрыли. Убираем маркер. И четвертую петельку закрываем. На одной стороне у меня 19 петель и на второй стороне 19 петель. Довязываем ряд до конца. Вот что у нас получается с лицевой стороны. Здесь закрытые петельки. Теперь будем работать только с правой частью. Я пересняла петли левой части на дополнительную спицу. Сейчас по узору у меня ряд лицевых. Будем постепенно уменьшать петельки для нашего ворота. Убавки будем делать в тех рядах, в которых мы провязываем все петельки лицевыми, то есть в каждом первом ряду раппорта. Сейчас мы вяжем до закрытых петель, не довязывая 3 петельки. Здесь будем делать убавку с наклоном вправо. Для этого мы развернем лицевую петлю, разворачиваем петельки так, чтобы они обе смотрели влево, и провязываем их за переднюю стенку. Кромочная, изнаночная. Далее у нас идут закрытые петли, а мы разворачиваемся. Теперь вяжем по узору. В этом ряду все петельки изнаночные. Довязываем до конца ряда. Ряд со снятыми петлями. Одну снимаем, одну лицевую. Довязываем до конца. И изнаночный ряд со снятыми петельками. Далее у нас идет ряд простых лицевых петель. В этом ряду не забываем делать убавочку. Довязываем до конца ряда, не довязывая 3 петли. Вот у нас осталось 3 петельки. Разворачиваем лицевую, так чтобы обе петли смотрели влево, и провязывая за переднюю стенку. Кромочная, изнаночная. Таким образом продолжаем вязать на нужную нам высоту. Количество рядов должно быть равным количеству рядов на спинке. Мы провязали нужную нам длину. У меня на спицах 14 петель. Мы начинаем закрывать все петельки. Первую снимаем, вторую провязываем лицевой, накидываем на нее предыдущую. Снова провязываем лицевую, накидываем предыдущую. Закрываем таким образом все петли. Теперь приступаем к левой стороне передней части свитерочка. Подводим рабочую нить, первую петлю провязываем лицевой, и тут же сразу у нас идет убавочка влево. Этот ряд у нас ряд лицевых петель. В каждом таком лицевом мы будем делать убавку влево. Разворачиваем 2 петельки так, чтобы они обе смотрели вправо, и провязываем их за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Далее вяжем по узору и делаем убавочки в каждом таком простом лицевом ряду. Провязали такое же количество рядов, как и на правой части, и закрыли петельки. Теперь выполним плечевые швы. Будем сшивать плечики под кромочными справа налево. Вставляем нить в иголочку с толстым ушком, делаем первый соединительный стежок. Далее нить вводим под кромочную, под вот эту петлю закрытия, и выходим под следующей петлей.
На спинке тоже вводим иглу под петельку закрытия, выводим под следующей петлей. Не пропускаем ни одну петлю. Сшиваем таким образом наше плечико. В итоге получается вот такой красивый шовчик. Таким же образом сшиваем второе плечо. Вот что у нас получается. Теперь приступаем к рукавам. Будем набирать петельки для рукавов. На рукава у меня 36 петель, то есть 18 петель мне надо добрать до плечевого шва и 18 после. Я отсчитываю 18 кромочных. Подвожу рабочую нить, вытягиваю петлю из-под кромочной. Далее ввожу спицу под следующую кромочную, также вытягиваю петельку. Третья петля, четвертая, пятая. Таким образом набираем 18 петель до плечевого шва и 18 петель после. Всего 36 петель. Набрали петельки для рукава. Начинаем вязать нашим узором. Сейчас у нас ряд изнаночных петель. Все петельки изнаночные за переднюю стенку. Лицевой ряд со снятыми петлями. И изнаночный ряд со снятыми петлями. Довязываю его уже до конца. Разворачиваюсь. В этом ряду начинаем делать убавки. Будем делать убавки в начале и в конце ряда. Первую снимаем. 2 петельки надо провязать с наклоном влево. Разворачиваем. Провязываем за заднюю стенку. Довязываем ряд до конца лицевыми петлями. И в конце ряда тоже сделаем убавочку, но с наклоном вправо. И такие убавки мы будем делать через один такой лицевой ряд. То есть в этом лицевом мы делаем 2 убавки. В следующем лицевом мы не будем делать убавки. Затем опять в таком простом лицевом сделаем 2 убавки. Затем ряд без убавок. Когда остается 3 петли до конца ряда, кромочные 2 петли, мы делаем убавочку. Разворачиваем петельки так, чтобы они смотрели влево. Провязываем за переднюю стенку. Получается петля с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. И будем вязать по нашему узору на нужную длину рукава, делая убавочки через один простой лицевой ряд. Провязали наш рукавчик. Я закончила рядом простых лицевых и изнаночных. Переходим на вязание резиночкой 1 на 1. Первую снимаем, провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную. Провяжем 4 ряда резиночкой 1 на 1. Закрываем петельки обычным способом. Первую снимаем, вторая лицевая, накидываем предыдущую. Закрываем до конца ряда. В конце ряда петельку вытягиваем, отрезаем ниточку, вставляем в иголочку и этой же нитью будем сразу сшивать. Сшиваем наши рукава. И сразу же боковую часть. Первый стежок у нас соединительный. Далее пропускаем ниточку под кромочными. В каждую петельку не пропускаем ни одной кромочной. Под одну кромочную вводим иглу, под другой выводим. Сшили рукава и боковую часть. Теперь приступаем к нашему воротничку. Будем набирать петли вот здесь. Далее вязать поворотными рядами. Подводим рабочую нить. Ищем нашу первую кромочную боковой части воротника. И вытягиваем из-под нее петельку. Далее мы вводим спицу не под кромочную, а в перемычку между кромочными. Вот она у нас здесь находится прямо между кромочными. Вытягиваем петлю из нее. Далее из-под следующей кромочной. Снова в перемычку. Под кромочную.
перемычка, кромочная. И так набираем петельки до конца боковой части нашего воротничка. Я набрала 20 петель. Далее у нас идет спинка. Здесь мы набираем петли из-под каждой петельки закрытие. Как у нас идет петля закрытия, так и набираем. Закончили со спинкой. И снова у нас боковая часть воротничка. Набираем столько же петель, сколько и на предыдущую часть. Я должна набрать 20 петель. Из-под кромочной и в перемычку. Кромочная, перемычка. Закончили набор петель. У меня получилось 60 петелек на наш воротничок. Разворачиваемся. Начинаем вязание резиночкой 1 на 1. Первую петельку мы снимаем. Далее идет 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая. Все петельки здесь провязываем за переднюю стенку, довязываем до конца ряда. Всего мы провяжем 7 рядов резиночкой 1 на 1. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Изнаночные за переднюю стенку, лицевые за заднюю. Довязываем второй ряд и еще 5 рядов. После того, как провязали 7 рядов, начинаем закрывать петли. Одну снимаем, вторую лицевой, накидываем предыдущую, следующую лицевой, накидываем предыдущую. Все петельки провязываем лицевыми в этом ряду и закрываем. Так до конца ряда. В конце ряда вытягиваем ниточку и отрезаем. Воротничок теперь мы просто пришьем. На мужских свитерах пуговички обычно располагаются с правой стороны, то есть должен быть запах с левой стороны. Вот так будем сшивать наш воротник. Сначала пришиваем заднюю часть воротничка, затем переднюю. Подцепляем петельку, подцепляем кромочную. Снова подцепляем петельку, подцепляем кромочную. Последний стежок у меня. Прячем ниточку. Потом пришиваем переднюю часть воротничка. Буду пришивать прям этой ниточкой, этим хвостиком, который у нас остался от вязания. Тоже аккуратно пришиваем, подцепляя петлю и кромочную. Очень красивый, интересный воротничок у нас получается. И сюда я еще пришью пуговичку такую. Она у нас будет выполнять просто декоративную функцию. Ну вот такой классный свитерок у нас вышел. Отправляем его стираться. Стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности. Такой классный, красивый свитерок у нас выходит. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.